Всем привет! Меня зовут Наташа Васильева. Добро пожаловать на мой канал. Я живу в городе Сиэтл, штат Вашингтон, уже около 3,5 лет и работаю в Амазоне. Сегодня я хотела бы поговорить на очень важную тему для новых иммигрантов, а именно ошибки, которые люди совершают при выборе первого места для жизни. Потому что на самом деле место для жизни может очень значительно повлиять на возможности, способность человека к адаптации и на качество жизни. Также смотрите это видео до конца. В конце я поделюсь другим видео, где я объясняю конкретные критерии, которые мы с моим мужем использовали, когда мы выбирали место для жизни. Давайте начнем. Ошибка номер 1 – это выбор дешевых мест для жизни без учета возможностей трудоустройства. Естественно, нам хочется жить там, где дешевая стоимость жизни, особенно в начале нашего пути. Но во многих местах с низкой стоимостью жизни недостаточно рабочих мест. А если вы не можете быстро найти работу, то экономия от дешевых мест на самом деле довольно быстро улетучивается. Но в то же время не стоит выбирать и самые дорогие города, например, такие как Нью-Йорк, потому что даже несмотря на то, что рабочих мест там достаточно, в абсолютно разных индустриях, стоимость жизни может, по сути, сжирать все, что вы зарабатываете. Таким образом, мне кажется, что стоит концентрироваться на городах среднего размера, но тех, где именно для вашей должности довольно много рабочих мест. Для этого я могу вам дать очень хороший ресурс. Он называется US Bureau of Labor Statistics, то есть Бюро трудовой статистики США. И у них есть инструмент, который называется Occupational Employment and Wage Statistics. На этом ресурсе вы можете посмотреть средние зарплаты по каждой должности, возможности трудоустройства, а также концентрацию рабочих мест в разных штатах и городах. Я оставлю ссылочку здесь. Вторая ошибка – это жизнь в отдаленных районах, где вы напрямую зависите от автомобиля. Возможно, вы знаете, что в США очень большая проблема с общественным транспортом, и поэтому, несмотря на то, что жизнь в отдаленных местах может казаться более спокойной и более дешевой, в то же время вы будете напрямую зависеть от автомобиля. Чтобы добраться в магазин, в школу или получить медицинские услуги, например. В таком случае, особенно если семья не может сразу позволить себе 2 автомобиля, один человек, по сути, может быть заперт в своем маленьком комьюнити, где у него не будет возможности социализироваться, искать работу, посещать курсы иностранного языка, заводить друзей и прочее, прочее. Таким образом, городские районы с надежным общественным транспортом могут быть немного дороже, но в то же время они обеспечат вам более быструю социализацию, поиск работы и доступ ко всем услугам, таким как здравоохранение. Ошибка номер 3 – это игнорирование уровней преступности. Безопасность США – это очень важный фактор при выборе места для жизни, потому что в некоторых районах может быть достаточно высокий уровень преступности. Более того, распространенность оружия среди населения в США может стать культурным шоком для многих иммигрантов. И таким образом, перед тем, как поселиться в каком-то месте, обязательно проверьте уровень преступности. Для этого есть очень хороший ресурс, который называется neighborhoodscout.com. Я оставлю ссылочку здесь. И на нем вы можете посмотреть конкретно уровни преступности по разным районам в городе, в который вы выбираете. Не забывайте, что безопасность – это огромный фактор, который влияет на качество жизни. И последняя, 4-я ошибка – это недостаточное внимание к культурному разнообразию. Культурное разнообразие может иметь как положительные, так и отрицательные аспекты. С одной стороны, если вы селитесь в монокультурных районах, это может осложнить вашу интеграцию и осложнить поиск людей с похожим опытом. С другой стороны, я знаю, что многие иммигранты выбирают намеренно селиться в районах, где очень много людей из их культуры. И с одной стороны, это значительно облегчает жизнь в первое время, особенно для людей, у которых еще недостаточный уровень английского. С другой стороны, в какой-то момент это может стать ловушкой, которая сильно замедлит вашу интеграцию в общество, изучение языка, изучение культуры, адаптацию, поиск работы и прочие вещи. Поэтому, наверное, главный совет – это найти для себя баланс, то есть найти такое место, где вы, с одной стороны, чувствуете поддержку, а с другой стороны, иметь план о выходе из зоны комфорта и об интеграции
интеграции в общество. Вот и все. Это 4 основные ошибки, которых стоит избегать при выборе вашего первого места для жизни в США. Не забывайте, что ваш выбор может повлиять практически на все, начиная от поиска работы, кончая чувством безопасности и интеграции в общество. Если вам понравилось и вы хотите получить более подробные советы, переходите по ссылочке, где я рассказываю более конкретно о критериях, которыми мы руководствовались сами для выбора первого места для жизни, а также для покупки недвижимости. Если это видео было полезным, не забывайте подписываться и делитесь этим видео с теми, кому вы думаете оно может быть полезным, а также делитесь своими собственными советами и ошибками, которые, возможно, совершали вы сами или которые вы замечали у других людей в комментариях. Мне будет очень интересно это почитать. На этом канале будет еще много других полезных советов по жизни в США и по поиску работы. Увидимся в следующих видео. Пока-пока!